Любое болото у человека ассоциируется с местом жутковатым и страшноватым. В любой сказке болото – это пристанище злобных существ. В фильмах ужасах и фэнтези болото – это территория всевозможных аномалий, привидений, кровожадных маньяков и, конечно, различных тварей. На самом деле, современное болото – это среда обитания милых гигантских рептилий, которые не побрезгуют вами пообедать, всяких привлекательных ядовитых тварей, которые обязательно попытаются вас закусать насмерть, ну и масса очаровательных насекомых, которые не отпустят вас, пока не высосут литров 5 крови. Давайте разберемся, какие животные, птицы и земноводные проживали в болотах от истоков триасового периода и до последнего вымирания. Когда-то в Триасе обитало такое животное, как листрозавр, где-то 250 миллионов лет назад. Листрозавр был первым крупным динозавром, у которого был перьевой покров наподобие пуха. Останки листрозавра обнаружены на территории Южной Африки, европейской части России, Китая, Монголии и Индии. Листрозавр был травоядным децинодонтом. В отсутствии хищников и травоядных конкурентов листрозавр считался одним из самых распространенных существ. Сложно в это поверить, но до 95% всех наземных животных в то время были листрозаврами. Передние конечности были у листрозавров мощные и крепкие, значительно сильнее, чем задние. Листрозавр имел большие когти, которые служили ему для выкапывания нор. Строение его плеч и тазобедренных суставов свидетельствует о весьма специфичной походке и манере передвижения, в так называемую развалочку. Листрозавр жил в норах, которые он постоянно выкапывал. Территориями обитания этих животных были зачастую болотистые местности. За десятки тысяч лет образ жизни листрозавра сделал его способным справиться с атмосферой с уменьшенным содержанием кислорода. Именно кислорода не хватало на болотах из-за частых испарений, которые выделялись из постоянно влажной почвы. Эти животные обладали крепким иммунитетом к подобным местам, чего, к примеру, другие животные не могли сделать. Листрозавр, как самый крупный представитель рода, был способен поглощать твердую растительность. Некоторые из видов могли питаться как жесткими частями стволов деревьев, так и мягкими папоротниковыми растениями. И самое интересное, что в раннем Триасе было всего 2 хищника, способных охотиться на листрозавров. Это объясняет всплеск популяции этих динозавров на планете. В триасовом периоде возникло много новых видов различных животных. Большинство из них были морскими, но именно переход морских животных на сухопутных дал возможность многим существам жить и на суше, и в воде. И, конечно, болото стало тем самым удобным местом для проживания и процветания многих доисторических тварей. Пастозух был одной из самых крупнейших плотоядных рептилий в конце Триаса. Взрослые особи достигали около метра в высоту, 4 метра в длину от носа до кончика хвоста, а их масса могла колебаться от 250 до 300 килограмм. У пастозуха был массивный череп с кинжальными зубами. Обитал пастозух в поймах рек и озер, но и болотом как местом проживания ничуть не брезговал. Пастозух жил в тропической среде. Влажный и теплый регион состоял из папоротников. Этот плотоядный был одним из самых крупнейших животных в этой экосистеме и охотился на травоядных, таких как трилофозавр и типотаракс. А вот территория Африки стала настоящим пристанищем для огромного количества доисторических тварей. Жаркий климат благоприятствовал появлению интересных видов динозавров, как травоядных, так и хищников. Один из самых знаменитых хищников доисторического периода, спинозавр, также был обитателем озер, рек и болот. Настоящая болотная тварь, которая внушала панический страх абсолютно всем обитателям доисторической Африки. Он по праву считался хозяином африканских водоемов, и не было почти никого, кто мог бы противостоять этому чудовищу. Еще один представитель африканских территорий – цератозавр. Жить постоянно в пустыне ящеры не могли, и поэтому они старались держаться в заболоченных местах или возле рек.
Плотоядный цератозавр жил на Земле около 150 миллионов лет назад, во время позднего юрского периода. Он был похож на аллозавра, но гораздо меньших размеров. Цератозавра легко отличить от других динозавров по небольшому рогу на голове и двум роговым выступам над глазами. Благодаря им динозавр и получил свое имя, которое в переводе с греческого языка означает «рогатый ящер». Вулканодон был крупным растительноядным динозавром с вытянутой шеей средней длины, маленькой головой и мощным хвостом. Он жил на территории современной Южной Африки в самом начале юрского периода, примерно 200 миллионов лет назад. Это был один из самых первых динозавров, кости которого были найдены в Зимбабве. Имя Вулканодона в переводе с латинского языка означает «зуб вулкана». Такое прозвище динозавр получил из-за того, что его останки впервые были найдены в небольшом песчанике между двумя застывшими потоками лавы. Передвигался он на 4 конечностях, но мог подниматься на задние ноги, чтобы достать до верхних веток на деревьях. Барозавр – большой растительноядный динозавр, живший на Земле около 150 миллионов лет назад, во время юрского периода. Он был одним из самых крупнейших ящеров, которые когда-либо обитали на нашей планете. По расчетам ученых, одно только сердце барозавра весило больше тонны. Внешне этот динозавр был похож на своего близкого родственника диплодока, только шея у него была длиннее, а хвост короче. Еще один обитатель Африки – мегалозавр. Мегалозавр был активным хищником, который охотился на древних стегозавров и зауроподов. А если удавалось найти останки уже умерших животных, ими он тоже не брезговал. То есть он был падальщиком, как и многие крупные тероподы. Жизненно важный ресурс для этого хищника тоже была вода, а значит, лучше места, чем болото или озеро, найти было нельзя. Плюс там постоянно находилась разнообразная добыча для этого хищника. 9-метровый мегалозавр тоже считался хозяином рек и болот. Аллозавр был одним из самых страшных плотоядных динозавров юрского периода. Он легко догонял, хватал и разделывал добычу, впиваясь в нее когтями и десятками острых зубов. Помимо еды этого динозавра мало что интересовало. Когда аллозавр выбирал себе жертву, у нее практически не было шансов на спасение. Стегозавры. Стегозавры появились на Земле примерно 150 миллионов лет назад. Это были огромные растительноядные динозавры с маленькой головой, пластинчатой спиной и хвостом, на котором располагались грозные шипы. Стегозавры обитали как в лесах, так и на открытых местах. Болотистые участки леса идеально подходили для этого вида животных. Мощные испарения создавали благоприятный климат для этих животных, носящих огромный гребень на спине и мощное оружие на хвосте. Кархародонтозавры жили в конце мелового периода, примерно 100 миллионов лет назад, на севере Африки. Их останки были найдены в Алжире, Марокко, Египте и Нигере. Кархародонтозавры входят в 4 самых крупных плотоядных ящеров. Они обитали в доисторических вечно зеленых лесах, окруженными болотами и озерами, и охотились на более мелких хищников и растительноядных динозавров. Хищник 12-метровой длины создавал опасность для всех обитателей того времени. Из-за огромных размеров кархародонтозавра никто не решался напасть на него, зато сам плотоядный динозавр почти никого не боялся. Он мог охотиться на детенышей крупных зауроподов, отбирать пищу у более мелких хищников и питаться падалью. И только взрослые зауроподы могли дать отпор этому кровожадному плотоядному ящеру. В погоне за добычей кархародонтозаврам приходилось порой забредать на территории других крупных хищников, например, спинозавров или карнотавров. Тогда между плотоядными динозаврами возникали конфликты. Чем голоднее были хищники и крупнее добыча, тем выше была вероятность спора. Порой такие неприятные встречи заканчивались драками. В черепе одного кархародонтозавра ученые даже нашли необычный прокол, который, судя по всему, оставлен зубом защищавшегося от нападения спинозавра.
Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали. А также жмите в колокол, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».